Друзья, всем привет! Меня зовут Виктор, вы на канале Extreme Travel, и это вторая часть видео о новой модели мотоцикла Lifan V16. На этот раз мы совершим небольшой тест-драйв. Сначала посмотрим, как он управляется здесь на треке, потом выедем в город, покатаемся по пробкам и, наконец, поедем на трассу, где испытаем крейсерскую и максимальную скорость данного мотоцикла. Погнали! Итак, для тех, кто не смотрел мое предыдущее видео с обзором этого мотоцикла, напомню, что V16 это новая модель в линейке круизеров от Lifan. И давайте начнем этот ролик с обзора органов управления. Что касается органов управления, тут все традиционно. Справа у нас кнопка остановки двигателя, габариты, ближний свет, старт двигателя. С левой стороны у нас дальний, ближний, повороты и сигнал. Здесь под указательным пальцем можно поморгать дальним светом. Моргает моментально, потому что оптика ледовская. Еще с этой стороны забыл сказать, здесь под указательным пальцем есть аварийка. В этом мотоцикле есть аварийка. Вот. Тоже удобно, кстати, расположено. Вполне. Все, больше никаких лишних кнопок на мотоцикле нет. И если в прошлом видео я показывал внешний вид и характеристики мотоцикла, то в этом ролике хочу сакцентировать внимание именно на ощущениях от управления. Первым делом я отправился на 6-й километр, кто из Одессы знает, что это за место, дабы проверить динамику, управляемость и комфорт. Мотоцикл отлично подойдет под рост 160-190 см. Например, мой рост 185, и я чувствую себя на нем просто прекрасно. Сильно закладывать его в поворотах не получается, так как нижние углы рамы довольно широко расположены и могут цеплять асфальт. Правда, этот мотоцикл, как и все круизеры, не провоцирует к агрессивной езде. Рулится он плавно и при этом довольно легко, что в целом создает ощущение простоты управления. V-образный двухцилиндровый мотор объемом 250 кубиков ведет себя более резво, чем я ожидал при первом взгляде на этот мотоцикл, но все же особых чудес ждать от него не стоит. Теперь я хочу показать, как этот мотоцикл выглядит со стороны вместе со вторым пассажиром. Ну а поможет мне в этом моя любимая девушка, которая сейчас наденет экипировку и будет выполнять роль второго номера. А заодно расскажет нам потом о своих ощущениях после поездки на данном мотоцикле. Ну что, ты готова? Готова. Ну погнали. Погнали. С пассажиром, по крайней мере таким как у меня весом 45 кг, разница в управлении практически незаметна. Все та же динамика, практически такая же маневренность. Думаю, все благодаря низкому центру тяжести и общей массе мотоцикла. Что касается езды в городе, тут есть свои нюансы. На загруженных улицах не всегда удобно протискиваться между рядами из-за немалой ширины мотоцикла. Но с другой стороны это компенсируется высокой устойчивостью на низких скоростях. Во многом благодаря, как я уже говорил, низкому центру тяжести, высокой массе, а также V-образному мотору, который отлично тянет на низких и средних оборотах. В целом, благодаря этому можно без особых усилий катиться со скоростью 8-10 км в час. Коробка передач тут пятиступенчатая. Переключаются передачи очень четко и без ударов, и это на новом мотоцикле без обкатки. Нейтралка тоже ловится очень просто. Плюс номер передачи отображается на приборной панели, что также удобно. Единственный вопрос был к рычагу переключения передач.
Он расположен неудобно по отношению к платформе, из-за чего нельзя расслабить левую ногу. Но в целом от коробки остались приятные впечатления. Правда, не стоит забывать, что все же этот мотоцикл не для жесткого междурядия и иногда придется постоять в пробках. После города мы выехали на трассу, чтобы проверить максимальную скорость, а также протестить, с какой комфортной крейсерской скоростью на этом мотоцикле вообще можно путешествовать. Производитель заявляет максимальную скорость в 120 км в час. И я вам скажу, что это полностью соответствует реальности. Я смог разогнать этот мотоцикл до 115 км в час, и это со вторым пассажиром и небольшим встречным ветром. Но ехать с такой скоростью вам вряд ли понравится, так как на мотоцикле вибрирует все, что только может вибрировать. Что касается крейсерской скорости, то после нескольких экспериментов я могу сказать, что это 90 км в час, так как все отлично, пока мотор не начинает крутиться выше 5000 оборотов. Сразу после 5000 начинаются вибрации, а с ними далеко не уедешь. Возможно, не помешала бы шестая передача, но ее тут нет. Также классно отрабатывает огромный ветровик, избавляя от встречного ветра и очень сильно увеличивая комфорт в дальнике. Подвеска никаких нареканий не вызвала, она не жесткая, но при этом и не слишком мягкая. Мотоцикл ведет себя стабильно на любой дороге. Расскажи о своих впечатлениях после поездки на данном мотоцикле. Ничего, хорошее. Хорошее. Что тебе понравилось больше всего? Больше всего мне понравились вот эти мягкие сиденья. Ну, ты уже ездила не на одном мотоцикле, как второй номер. Скажи, они достаточно мягкие в сравнении с другими? Да, очень. Очень? Это огромный плюс. Оно не слишком узкое для тебя? Нет, ширина вполне достаточная. Я не съезжала, не скользила. То есть вполне нормальное сиденье. Ну а что тебе понравилось еще помимо мягкого сидения? Второй главный плюс — это то, что между нами было расстояние. Расстояние, из-за которого ты не билась шлемом об мой, да? Да, это действительно проблема, потому что когда мотоцикл покороче, хоть девушка тебя и обнимает, это прикольно, но когда едешь далеко, это начинает задалбывать, и при каждом резком торможении девушка бьется шлемом об твой шлем об затылок, да? Да, это не очень приятно. Да, это не очень приятно. Здесь действительно довольно длинная база у мотоцикла. Это позволяет разместиться и пассажиру, и водителю на небольшом расстоянии друг от друга. И в целом делает поездку более комфортной. Но у меня еще такой вопрос. Ты вот как девушка повелась бы на этот мотоцикл? Ну прекрати. Главное же не мотоцикл, а кто его водит. Ну да, это действительно правда. Ну а визуально, как девушке, тебе нравится такой дизайн? Если честно, я всегда была против чоппера, но когда ты заехал, мне он импонировал. Да. А какой бы цвет ты выбрала, белый или черный? Я думаю, что белый. Итак, друзья, что можно сказать? Мотоцикл действительно очень приятный в управлении. Его V-образный 250-кубовый двухцилиндровый мотор тянет его неплохо. Из минусов мне не понравилась вибрация на высоких оборотах, когда обороты становятся выше, чем 5000. По скорости это 85 км в час. Выше 5000 начинаются очень сильные вибрации по всему мотоциклу. Ехать становится некомфортно. И я бы на дальние расстояния не смог ехать с оборотами выше 5000, потому что все вибрирует и ехать дискомфортно. Также из таких минусов, которые явно бросаются в глаза, я хочу отметить, это рычаг переключения передач. Он слишком короткий. Я не знаю, зачем его так сделали. Вот эта лапка, она должна быть дальше, вот где-то здесь хотя бы. Потому что когда я переключаю ногой передачи, лапка слишком близко. Мне, чтобы переключить передачу обратно, надо поднимать вот так вот ногу, ставить на пятку, переключать, а потом опять ее всовывать сюда. Ну, это очень неудобно. Я не знаю, возможно, у людей, у которых очень маленький размер ноги, или девушкам будет нормально, но вот у меня 44 размер, это просто жесть. Что касательно ощущений езды на данном мотоцикле. Мне очень понравилось, у этого мотоцикла есть свой особый собственный стиль, это не является тупой копией какой-то другой модели. Выглядит он действительно интересно, оригинально и вполне современно. Из плюсов, которые мне очень понравились, это, наверное, прежде всего его очень крутой звук выхлопа. Выхлоп
классный, он имеет низкий бас. Я не слышал еще настолько крутого выхлопа на мотоцикле с 250 кубиками. Этот выхлоп самый крутой из всех, что я слышал. Причем он классно звучит и на холостых оборотах, и на средних оборотах. Только на высоких оборотах уже не такое классное звучание, но по большому счету этот мотоцикл и не создан для езды на высоких оборотах, так как его 250-кубовый V-образный двухцилиндровый мотор отлично тянет именно на низких и средних оборотах. Из-за своего низкого центра тяжести и массы в 170 килограмм он хорошо себя чувствует на низких скоростях, никуда не заваливается, на нем удобно тянуться где-то в пробках, потому что не в каждое междурядье на таком мотоцикле влезешь. А что касается выхлопа, есть один нюанс, друзья, когда будете покупать кофры на этот мотоцикл, обратите внимание, что выхлопная труба расположена довольно высоко, и не каждый кофр влезет вот сюда. Многие кофры будут ее цеплять, поэтому при покупке кофров надо внимательно померить расстояние или примерить кофр сам, чтобы он не касался выхлопной трубы. Но выглядит здорово, хотя некоторые ребята сказали, что им вид выхлопной трубы не нравится, но мне, например, очень нравится, мне кажется, гармонично дополняет все, четко очень. Что еще из плюсов этого мотоцикла я хочу отметить, это небольшой расход топлива. В принципе, он традиционен для всей продукции Lifan, потому что в бак вмещается 14 литров. Производитель заявляет расход 3 литра на 100 километров. Покатавшись на нем, я понял, что эта заявленная цифра, она соответствует реальности. Отлично смотрится на мотоцикле вот это ветровое стекло огромное, которое идет в комплекте. Оно здорово защищает от ветра, но оно имеет офигенную ветрозащиту, и ехать на мотоцикле комфортно, скорость не так сильно ощущается. Также мне очень сильно на этом мотоцикле понравилась приборная панель, я уже об этом говорил несколько раз. Она выглядит очень дорого, очень красиво, я считаю, что дизайн у нее обалденный. Если подвести итоги, то я могу сказать, что остался приятно удивлен этим мотоциклом. Ни для кого не секрет, что круизеры и чопперы – это не самая сильная сторона китайских мотопроизводителей. Но эта модель ломает данный стереотип. Кто интересовался историей мотостроения, знает, что еще несколько десятилетий назад точно так же презирали японские чопперы, считая настоящими мотоциклами лишь те, что производились в США. Возможно, через десяток-другой лет и китайские чопперы займут равное место с японцами и американцами. Кто знает, поглядим. Конечно, не стоит забывать, что с качеством растет и цена, которая уже начинает кусаться и немного не соответствует привычному прайсу, ведь $2700 это вам не шутки. Но отвечая на вопрос, для кого может быть интересна данная модель, наверное, как первый мотоцикл для человека, которому нравится неспешная и вальяжная езда по улицам города, но он не хочет выкладывать много денег за именитый бренд. Вот такой обзорчик новой интересной модели у нас получился. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал Extreme Travel. Впереди еще много интересного. Ну а я буду прощаться. Всем ровных дорог. Пока.